Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю рассыпчатое, хрустящее песочное печенье прямо на сковороде. Внутри нежный творожно-карамельный крем из вареной сгущенки. Это так вкусно! Для приготовления теста мне понадобится: в миску отправляю мягкое сливочное масло, всыпаю сахар, добавляю соль и хорошо растираю масло с сахаром лопаткой. Если хотите, можно хорошо перемешать венчиком. Добавляю 1 крупное яйцо и 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Снова все хорошо перемешиваю. Теперь просеиваю муку и кукурузный крахмал. В это тесто разрыхлитель добавлять не надо. Это очень простое песочное тесто. Хорошо все перемешиваю лопаткой. Для рецепта может понадобиться чуть больше или чуть меньше муки. Если тесто получится сухим, можно добавить 1 столовую ложку молока или воды. Если тесто, наоборот, получается чуть жидковатым, добавляем муку. Я для моего рецепта использовала крупное яйцо. Вижу, что тесто получилось еще липковатым, поэтому добавлю сюда буквально 1 столовую ложку муки. И, конечно, песочное тесто не надо долго вымешивать, иначе оно затянется и будет жестким. Вот такая консистенция меня вполне устраивает. Закрываю его пленкой и отправлю в холодильник примерно минут на 10-15. Для приготовления крема мне понадобится: в миску выкладываю мягкое сливочное масло комнатной температуры. Добавляю щепотку соли. Взобью миксером в пышную светлую массу, примерно в течение 2-3 минут. Понемногу добавляю сгущенку и перемешиваю. Добавляю всю сгущенку. Вначале ее надо добавлять совсем по чуть-чуть, чтобы не расслоилось масло. И теперь добавляю творог. Творог лучше использовать пастообразный. Также добавляю его в 2 приема. Если у вас творог не такой нежный и мягкий, тогда лучше протереть его через сито. И также сразу добавлю чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Перемешиваю. Вот такой очень нежный и вкусный творожный крем со сгущенкой получился. Чтобы крем стал более стабильным, его надо отправить в холодильник минут на 20. Тесто охладилось, и теперь из него легко сформовать печенье. Беру небольшие кусочки теста, примерно граммов по 15, и скатываю в шарики. Делаю такие заготовки. Выкладываю на тарелку. Всего из этого количества ингредиентов получается примерно 24-25 штук печенья. И сегодня мое печенье я буду готовить на сковороде. Но, конечно, его также можно выпечь и в духовке. Перед тем, как выпекать печенье, шарики теста можно ненадолго также отправить в холодильник. Минут на 5-7. Тогда тесто будет лучше себя вести на сковородке. Включаю сковородку на небольшой нагрев. И теперь выкладываю шарики теста. Сверху пергамент и прижимаю стаканом. Расплющиваю. Получается вот такая печенька. Я буду печь печенье примерно 2-3 минуты. Готовится все, как видите, очень быстро. Переворачиваю. Со второй стороны пеку печенье примерно 1-2 минуты. И все готово. Посмотрите, вот такое печенье получается с обратной стороны. Сразу же я перекладываю его на решетку, чтобы печенье подсыхало. Оно хрустящее, очень песочное. Не передерживайте печенье на сковороде. Готовится оно очень быстро. Все печенье испеклось. Оставляю его остывать. Я распределила все печенье по парам. У меня получилось 25 штук. Мне надо 24 штуки, чтобы сделать печенье сэндвич. Буду вот так их соединять. И поэтому одно печенье вам сейчас разломаю и покажу, какое оно получается. Очень нежное, песочное, невероятно вкусное. Измельчу в блендере примерно 100 граммов обсушенных орехов. Беру печенье, выкладываю сверху крем. Он как раз немного застыл в холодильнике. Накрываю второй половинкой и вот таким образом заполняю пустоты. И теперь бока печенья обваливаю в орешках. Вот такое печенье получается. Перекладываю его пока на решетку.
Посмотрите, как получилось красиво. Фактически это печенье превратилось в такое мини-пирожное. Очень вкусное. Сейчас я отправлю все в холодильник минут на 20, чтобы стабилизировался крем. Сверху я все еще немного присыпаю сахарной пудрой. Печенье получилось необычайно нежное и очень вкусное. Обязательно его приготовьте.